Добрый день, друзья! Мне несказанно повезло. У меня в коллекции появилась новая бабочка. Вот такой шикарный кустик. Эта бабочка из цветочного центра «Камелия». Просто они привозили под заказ, и одна осталась лишняя. Ее никто не забрал, поэтому мне повезло. Цена у нее, да, высокая, но на бабочке вы знаете, что цены высокие. Она стоила 2000. Название я, к сожалению, не знаю. На горшочке тут что-то написано, но мы с мужем, что называется, перерыли весь интернет. Не смогли понять, что это такое. Если кто-то знает название этой бабочки, обязательно подскажите. Она у меня находится уже 4 дня. Естественно, как всегда, я обязательно протираю все листики. Единственное, что я не сделала, я не убрала держатели цветоносов. Сейчас я уберу и покажу вам, чем же меня так привлекло это растение. Во-первых, в горшке находится 2 кустика. Ну и если посчитать, что 2 бабочки за 2000, то получается, что одна бабочка стоит 1000. Не так это дорого. 2 хорошеньких кустика. Один кустик — это прямо бабочка-бабочка с защипчиками на лепесточках. А второй кустик, сейчас покажу вам этот цветонос, ну это называется мутация, но это такая пилоричная бабочка. Вот этот цветочек, наверное, более показательный. Ну, в общем, 2 разных бабочки, обе с 2 цветоносами. На этой 2 больших цветоноса, на этой один такой хорошенький цветонос, другой поменьше, вот здесь он под листиками. Не уверена, что он вообще распустит свои цветочки, но все может быть. Поэтому оставляем мы этот и тот, и другой кустик в покое. Как всегда, все первые мероприятия, которые я делаю с новыми цветочками, то есть я протираю листики зеленым мылом, еще у меня есть табачное мыло, дегтярным мылом, просто протираю листики. Кстати, на этих листиках очень много было белых пятен. Вот здесь я даже не дотерла немножко, вот здесь видно по листику. Это садовник проливал какими-то химикатами. Но я так подозреваю, что когда они растут, и их очень много, их обязательно и опрыскивают от вредителей, и опрыскивают от каких-то болезней. Это обязательно делается, потому что когда коллекция очень большая, вероятность заразиться какой-то болезнью или какими-то вредителями, она тоже огромная. Поэтому всегда садовники чем-то обрабатывают растения. Когда мы их покупаем, мы это все стираем, все эти белые пятнышки все убираем. Что дальше? Протерли листики. Если у вас нет какого-то такого мыла для растений, просто протрите их чистой, хорошей водой. Или она из обратного осмоса. Если нет какой-то вот такой чистейшей воды, как у меня, по крайней мере, без каких-то примесей, просто кипяченой водой. И этого будет достаточно. Убираем, освобождаем от грунта шеи орхидей, просматриваем хорошо шеи. Вот одна в очень хорошем состоянии, на второй, сейчас вам покажу, сейчас возьму палочку, покажу. Вот здесь есть небольшое черное пятнышко около корешка. Пока я с этим пятнышком ничего делать не буду. Она у меня находится, по-моему, 3 или 4 дня. Никаких дальше проявлений, разрастания этой черноты нет. Если вдруг меня что-то не устроит в этом черном пятнышке, я обработаю или неразбавленным Максимом, или точно так же неразбавленным Привикуром. Я проверила, покажу вам скоро очень это растение, которое я намазала просто черноту около основания, намазала неразбавленным Привикуром.
Скоро будем его пересаживать, буквально через 2-3 дня мы его будем пересаживать. Я вам покажу, что привикур не разбавленный действует примерно так же, как Максим. Ничего не происходит, растение не обжигает ничем, поэтому неразбавленным привикуром тоже можно намазать. Просто когда мы мажем Максимом, он же красный, и мы перестаем видеть эту черноту. С привикуром он прозрачный, черноту мы будем видеть, но, по крайней мере, он лечит. Такие же все какие-то непонятные для нас гнили. Дальше я с этой бабочкой ничего делать не буду. Свет и полив по краю горшка. Как всегда, я вас все время пытаюсь убедить в том, что не нужно сразу пересаживать растение в хорошем оно состоянии, не в очень оном хорошем состоянии. Нужно сначала за ним понаблюдать. Здесь с корнями просто все прекрасно. Поэтому, конечно, никаких пересадок здесь быть не может. Но и вы знаете, что бабочки, они очень капризные. Ну, по крайней мере, на данный момент. Я думаю, что через год, через два этих бабочек будет такое же количество, как и простых фаленопсисов. И еще я вам хочу показать, почему я так все время стараюсь вам как можно чаще рассказывать, что не нужно растение, которое вы только что принесли к себе домой, не нужно его сразу пересаживать, обращать внимание на какие-то гнилые, негнилые корни. Вот если листики в тургоре, если листики не завяли, не упали, ничего с растением не происходит, оно продолжает распускать бутоны, она держит листики хорошо, не нужно его трогать, нужно ему дать адаптироваться в вашей квартире. И хочу показать вам еще два своих фаленопсиса, которые покупались, ну, примерно перед Новым годом. Так, это мы отставим. Один уже отцвел. Названия у него нет. Это была просто желтенькая какая-то орхидейка. Я здесь и написала. Желтенькая орхидейка. И вот у нее-то корни есть гнилые. Вообще какого-то они зеленого непонятного цвета. В общем, состояние корней, как и состояние шеи, я вам ее показывала, что что-то мне здесь не понравилось. Вот здесь какое-то было черное пятнышко, и я намазала его неразбавленным Максимом. Грунт просто отвратительный. Вот сейчас я вам его немножечко подниму, чтобы понятно было, что грунт, там и кора, и что-то влагоемкое очень. И такое впечатление, что здесь какие-то кусочки мха, еще что-то, кокосовые чипсы. Вот, кстати, кусочки мха. Вот сейчас. Вот здесь они у меня сейчас сухие, вот они, кусочки. Отвратительный грунт. При этом начал расти чудесный корешок. Это один корешок. Здесь уже корешок побольше. Здесь начинает вылазить еще один корешок маленький. А по бокам, посмотрите, каких два шикарных корня она отрастила. Здесь от старого корня, а здесь тоже от старого корня. Вот он был старый корень, она продолжила такой хороший жирный корень. Начал расти. А гнилых корней, ну, тоже предостаточное количество. Но посмотрите на листья. Листья в очень хорошем состоянии. Вот эти два листочка она уже вырастила у меня. Вот один поменьше, другой побольше. Очень часто орхидеи вот и в таком грунте, и с такими плохими корнями. Они сначала растят маленький листик, потом побольше. И вот как будто у нее начинается новая жизнь, новый рост. Есть и другие варианты. Это орхидея Майтай. Она очень долго ничего с корнями не делала, потому что она просто продолжала растить цветоносики. Но даже эти цветоносики, которые она продолжила растить и распустила бутончики, они уже тоже заканчивают свое цветение, потому что цветет она тоже. Это тоже была покупка перед Новым годом. То есть прошло, ну, почти 5 месяцев.
Это был декабрь, когда я их покупала. Она начала расти новый листочек. Вот здесь в серединке. Корни не в самом лучшем состоянии были. Вот смотрите, гнилые корни. Здесь много гнилых корней. Здесь много гнилых корней. Но в горшочке-то появились прекрасные, молодые. Вот смотрите, пробивается даже розовенький корешок. Но вот этот розовенький корешок не свидетельствует о том, что здесь какая-то болезнь. Потому что, ну, цветы-то у нас какие? Тоже розовые. Поэтому кончики могут быть зелененькие. Давайте вот этот розовый корешок будем смотреть. Когда начинает рост новый корешок, он может быть зелененьким, он может быть темно-фиолетовым и вот таким розовеньким, но это не говорит о том, что у растежки есть фузариоз. Так что лишний раз вам говорю о том, что не нужно сразу покупное растение разбирать, смотреть, какие у него там гнилые или не гнилые корни. Нет, и с гнилыми корнями орхидея держит тургор листьев, прекрасно начинает наращивать новые корни. И когда все это отцветет, я обязательно их пересажу. Пересадок у меня очень много, естественно, все я вам их показывать не буду. Но вот какие-то такие знаковые, где есть гнилые корни, я вам обязательно покажу, разберу это растение, для того, чтобы вы понимали, что когда я их не пересаживаю, все равно внутри будут хорошие корни. То есть не то, чтобы там прямо супер хорошие корни, а те, которые начинают расти, и с этими растущими корнями мы совершенно уже безболезненно пересаживаем с вами орхидеи. Ну, а на такой чудесной ноте я очень рада, что у меня появилась такая бабочка. Я не фанат бабочек, но все-таки мне они тоже нравятся. Нравятся своей необычностью. Чаще всего они такие миленькие, но все равно очень приятно. Хочу, чтобы в ваших коллекциях появлялись новые цветочки, которые будут вас радовать. А еще, чтобы они никогда не болели, пускали новые корешки, цветоносы и приносили вам огромную радость. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!